Дорогие друзья, 2 февраля наступает полнолуние во Льве. Оно не запускает новые процессы, но проявляет уже накопленные результаты. Сейчас станет очевидно, к чему привели ваши усилия в профессии, отношениях и поиске своего места в коллективе. Много идей, планов и попыток переосмыслить свое будущее. Однако ключевой момент в том, что одного понимания уже недостаточно. Полнолуние требует конкретного проявления, решения, выбора и обозначения позиции. Именно здесь многие почувствуют внутреннее напряжение между желанием остаться в зоне комфорта и необходимостью показать себя иначе. Положительный потенциал полнолуния заключается в возможности заявить о себе более конкретно. Это хороший период для фиксации достигнутых результатов, осознания своей ценности без необходимости доказывать и выхода из положения, которое больше не отражает ваш реальный уровень. В делах и карьере полнолуние может подсветить темы признания, авторитета и ответственности. Для одних это проявится как подтверждение выбранного пути, для других – как ощущение, что текущая позиция больше не соответствует внутреннему росту. Важно помнить о том, что это не время для резких шагов, но очень подходящий момент для фиксации своей позиции и понимания, куда вы хотите двигаться дальше. В финансовой сфере это полнолуние не столько про перемены, сколько про осознание ценности своего труда. Может прийти понимание, где вы недооцениваете себя и вкладываете ресурсы в направление без отдачи. Это хорошее время для анализа, корректировки и выстраивания более честного обмена. В отношениях сейчас наступает момент истины. Если вы замечаете внутреннее напряжение, пытаясь подстроиться, это сигнал, что ваша индивидуальность требует уважения. Сегодня вы четко увидите, какие связи дают вам свободу, а какие истощают. Не бойтесь обозначать границы. Честный выбор укрепляет здоровые отношения и освобождает пространство для новых, более настоящих связей. Отдельно стоит сказать о том, чего не рекомендуется делать в этот период. Полнолуние усиливает импульсивность, особенно в вопросах самоуважения и признания. Есть риск действовать из уязвленного самолюбия, желания немедленно быть услышанными и доказать свою значимость. Такие решения могут иметь неблагоприятные последствия, особенно для репутации и долгосрочных целей. Лучшее, что можно сделать сейчас, это наблюдать и позволить событиям развернуться в течение ближайших недель. Это полнолуние показывает направление, в котором личное проявление может стать более зрелым и ценным, как для вас, так и для окружающего мира. Под этим полнолунием для каждого знака есть своя точка напряжения и своя точка роста. Сейчас мы рассмотрим ориентиры, которые помогут понять, на что опираться и где лучше не идти на поводу у эмоций. Для овнов это полнолуние поднимает тему самовыражения и личной инициативы. Может появиться желание действовать ярко, дерзко, на опережение, особенно в творческих, романтических или личных вопросах. Важно помнить, сейчас выигрывает не тот, кто громче заявляет о себе, а тот, кто понимает, зачем он это делает. Период хорошо подходит для корректировки личных целей, пересмотра мотивации и возврата к тому, что действительно зажигает изнутри. Не стоит тратить энергию на доказательства, лучше направьте ее в созидание. У тельцов внимание смещается в сторону внутренней устойчивости, дома и эмоциональной безопасности. Это полнолуние может высветить напряжение между внешними обязательствами и потребностью в покое, возможно, разговоры, связанные с семьей или местом проживания. Сейчас важно не идти на компромиссы, которые расшатывают вашу стабильность. Хорошее время, чтобы укрепить тыл, навести порядок в личных вопросах и перестать игнорировать сигналы усталости. Стабильность начинается изнутри, а не с внешнего контроля.
Для близнецов это полнолуние дает редкую ясность в вопросах общения, договоренностей и информационных решений. Становится понятно, какие слова, идеи и контакты действительно работают на вас. Этот период благоприятен для обучения, выступлений и продвижения своих мыслей. Но важно говорить по существу. Сейчас ваша сила в точности слов и умении донести главное. Это прекрасный шанс укрепить позиции через интеллект и коммуникацию. У раков на первый план выходят темы ценности, ресурсов и самооценки. Полнолуние может показать, где вы недооцениваете себя и соглашаетесь на меньше, чем заслуживаете. Это касается не только финансов, но и моральных вложений. Важно задать себе честный вопрос: куда уходит ваша энергия и что вы получаете взамен? Период подходит для пересмотра приоритетов и более бережного отношения к своим ресурсам. Устойчивость сейчас строится через осознанный выбор, а не через привычку терпеть. Для львов это ключевое полнолуние, связанное с личной идентичностью. Может возникнуть ощущение, что прежний способ проявления больше не работает или требует обновления. Это не повод для драматичных шагов, а сигнал к более зрелому и осознанному самовыражению. Период дает возможность укрепить личный авторитет, если вы действуете честно. У Девы внимание смещается к внутренним состояниям и завершению старых циклов. Это полнолуние может принести осознание, которое не сразу захочется озвучивать. Возможно, потребность в уединении, паузе, пересмотре привычного ритма. Сейчас не стоит перегружать себя обязательствами или пытаться все контролировать. Полезнее дать себе время на восстановление и анализ. Освобождение от лишнего – это главный ресурс данного периода, даже если внешне все выглядит как шаг назад. Для весов активизируется тема окружения, коллективных проектов и социальных связей. Важно обратить внимание на баланс. Не жертвуете ли вы своими интересами ради коллектива? Сейчас подходящее время, чтобы пересмотреть цели, связанные с будущим. Также стоит включиться в совместные дела более осознанно. Четкие границы и честные договоренности помогут сохранить гармонию. У скорпионов внимание направлено на карьеру, статус и реализацию. Это полнолуние может обострить вопросы признания, ответственности и профессионального выбора. Возможны ситуации, где придется определиться, продолжать ли прежний курс или менять направление. Важно действовать хладнокровно и не принимать решений из состояния давления. Период благоприятен для анализа своих амбиций и понимания, к какому результату вы стремитесь. Для стрельцов полнолуние во Льве акцентирует темы смысла, обучения и личных ориентиров. На этом фоне усиливается потребность к пониманию, куда и ради чего вы движетесь. Из этого могут вырасти идеи, связанные с будущими целями, образованием или сменой мировоззрения. Сейчас важно не просто заметить эти импульсы, а наметить конкретное направление развития. Знания, полученные в этот период, способны стать практическим ресурсом и дать устойчивое чувство уверенности в выбранном пути. Для Козерога полнолуние во Льве затрагивает темы общих денег, обязательств и доверия в близких связях. Становится ясно, какие договоренности требуют уточнения в финансах, совместных проектах или личных отношениях. Это подходящий момент, чтобы пересмотреть условия, закрыть старые вопросы и перестать тянуть на себе лишнюю ответственность. Четкие рамки и ясные договоры дают ощущение опоры и позволяют двигаться спокойнее и увереннее. Для водолеев полнолуние затрагивает сферу партнерства и значимых отношений. Оно помогает увидеть, какие связи приносят поддержку и тепло. Сейчас важно быть честными с собой и с другими людьми. Открыто обсуждайте свои потребности и ожидания. Это не время для резких решений, но отличная возможность наладить диалог, восстановить понимание и укрепить доверие.
Чем внимательнее вы относитесь к себе и партнеру, тем больше шансов создать гармоничные и устойчивые отношения. Для рыбы полнолуние смещает внимание на повседневные дела, распорядок и заботу о здоровье. Сейчас яснее ощущается, где вы перегружаете себя и где стоит проявить внимание к сигналам организма. Это удачный момент, чтобы завершить порядок в рутинных вопросах и создать стабильный режим. Малые последовательные шаги дадут ощутимый эффект и подарят ощущение контроля, легкости и уверенности в своем дне. Дорогие друзья, это полнолуние про осознание собственной ценности без необходимости доказывать ее миру. Все, что проявляется сейчас, несет практическую информацию. Если вы готовы ее услышать, можно скорректировать курс без потерь и лишнего напряжения. Помните о главном: чем спокойнее и честнее вы пройдете этот момент, тем устойчивее окажутся решения, принятые дальше. Здесь не нужен напор, здесь работает ясность, ответственность и умение опираться на себя. Если прогноз вам понравился и принес пользу, поставьте лайк и подпишитесь на Астроквазар. Также не пропустите гороскопы для всех знаков на 2026 год. Спасибо, что следите за знаками судьбы вместе со мной. С вами был Игорь. До скорого!